Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня мы с вами будем готовить классические русские блинчики. Для этого нам потребуется 3 яйца, а, стакан молока, стакан воды, стакан муки, щепотка соли и немного сахара. Здесь по желанию можно будет отрегулировать. И в конце еще добавляю я немного растительного масла. Для начала мы с вами разбиваем в миску наши яйца по очереди. 1, 2, 3. И к этим яйцам мы добавляем щепотку соли, и я добавляю 1 столовую ложку сахара. Если вы планируете готовить только сладкие блинчики, можете добавить больше сахара, это уже по желанию. Все хорошо перемешиваем до однородности, вот так вот венчиком. Смешиваем, и уже к этой яичной смеси мы будем добавлять муку. Я все меряю в стаканах. У меня стаканы по 350 миллилитров. Для наглядности это очень просто. То есть мы никогда не задумываемся, сколько что в граммах мерить. Просто берем стаканы и стаканами все отмеряем. 1 стакан муки. Я ее не просеиваю, просто беру вот как есть из пакета и отправляю к нашей яичной смеси. Далее эту смесь я все тщательно смешиваю, она получится очень густая, нам это и нужно, то есть такой шар прям скатается. И далее мы примерно в 3 захода будем добавлять воду и постепенно разбавлять эту массу до жидкого состояния, чтобы у нас не было комочков. Поэтому здесь нужно тоже немножко терпения набраться и постепенно все размешивать. Еще раз воду добавляем, уже тесто более жидкое получается. И комочков, как видите, уже не поменьше. То есть мы с вами их разводим водой. Оставшуюся воду выливаем и еще раз все тщательно смешиваем, разбивая комочки. Тщательно все разбиваем. В самом конце сейчас нам нужно будет влить стакан молока. Было доказано, что именно горячее молоко способствует вот этим ажурным узорчикам на блинчиках, поэтому не пропускайте этот момент. Подогрейте молочко. Вот я буквально 1,5 минутки грею его. Аккуратно достаем его из микроволновки, чтобы не обжечься. И добавляем в наше тесто. Конечно, можно добавить и холодное молоко, но, как практика показывает, что только горячее молоко дает такой красивый рисуночек на блинчиках. Поэтому сейчас мы еще в конце добавим с вами пару столовых ложек примерно растительного масла и оставим наше тесто минут на 15-20 подходить, чтобы клейковина разошлась в нашей муке. И потом будем приступать уже к выпеканию. Итак, проверяем, тесто наше вот такое красивое, густое получилось. И начинаем выпекать. Я пеку на кокосовом масле. Мне нравится, что у него и высокая температура горения, то есть меньше дыма получается, и очень вкусный такой привкус к блинчикам, к панкейкам. В общем, рекомендую вам кокосовое масло. Итак, видите, первый блинчик у нас сразу же получается таким ажурным. К сожалению, моя сковородка не совсем разогрелась до нужной температуры, и мой первый блинчик получился комом. При перевороте он порвался, я не смогла его красивым сделать. Но это ничего страшного. Мы с вами попробуем во второй раз блинчик сделать. Не расстраивайтесь, если у вас тоже не получится. Первый блинчик можно будет скушать, он от этого не потерял свои вкусовые качества. Второй блин, к сожалению, у меня тоже не получился, но вот третий блин уже был таким, каким нужно. То есть он поджарился, все ровненько, красиво перевернулось, и дальше я уже пекла блинчики как ровненькими, одинаковыми до конца теста. Готовые блинчики складываю на тарелку, промазываю их сливочным маслом и накрываю крышкой для того, чтобы они стали мягкими. Если вы любите хрустящую корочку на блинчиках, можете не накрывать блины
крышкой сверху, просто оставлять их такими, какие они есть. Вот такая стопочка у меня красивая получилась. Примерно у меня вышло 19 блинчиков, с учетом тех, которые были не очень удавшиеся. Зависит, конечно, количество диаметра вашей сковородки. Я вот решила показать, что я люблю блинчики с красной рыбой, мне нравится и творожным сыром. Вот так вот я красиво сворачиваю конвертик. У меня на канале, кстати, есть вариант того, как я солю рыбу. Можете посмотреть рецепт. Но вот такая красота у меня получилась. Всем приятного.